Ван Кардашьян – забытая фигура армянской истории, имя которой затмилось в тени более известных личностей. Ван Кардашьян был одним из ключевых представителей армянской диаспоры и сыграл важнейшую роль в лоббировании интересов армян в США. Он стал центральной фигурой, которая активно работала над укреплением позиции армянской общины в американской политике, а также занимался защитой прав армян на международной арене. Несмотря на его важную роль, сегодня о нем мало кто помнит. Прежде чем начну, хочу напомнить, что поддержать канал можно, поставив лайк и подписавшись. Если хотите оказать финансовую помощь, для жителей СНГ доступен Boosty, для международных зрителей Patreon, а также возможен разовый вклад через Donation Alerts. Ван Кардашьян родился в Кесарии 1 декабря 1883 года. Его начальное образование было несколько эклектичным, так как он посещал различные школы в своем городе, включая армянские, протестантские, католические и апостольские учебные заведения. Он учился в школе Святого Василия при французских иезуитах, что дало ему широкое образование. Хотя он был воспитан в армянской апостольской вере, Кардашьян не был особенно религиозен в зрелом возрасте. Его родители, Хаджи Назар Ага и Мариам Кардашьян, были людьми скромных средств. У них было двое сыновей, Ваан и Гарабет, и дочь Хрануш. Хаджи Назар Ага умер рано, оставив вдову, которая воспитывала 3 детей в трудных условиях. Сестра Ваана, Хрануш, вышла замуж за представителя известной и богатой французской семьи, что несколько улучшило финансовое положение семьи. Гарабет, старший брат Ваана, некоторое время жил в Америке, но вернулся на родину. Во время Балканских войн он избежал призыва в турецкую армию и сбежал в Румынию, где умер через несколько лет. Мать Ваана, Мариам и семья его дочери Хрануш были в конечном итоге высланы в Аравийскую пустыню, где пропали без следа, хотя их племянница Роза выжила и жила в Филадельфии. В поисках лучших возможностей Ван эмигрировал в США в 1902 году. Поселившись в Нью-Йорке, он работал на различных случайных работах, одновременно изучая право. В конце концов, он поступил в юридическую школу Йельского университета, которую окончил в 1908 году. В это время он женился на американке Корнелии Халуп. Она была защитницей прав женщин. Но детали их знакомства и жизни остаются неясными. Их брак помог ему поступить в Йельский университет, хотя он закончился разводом в 1917 году. Детей у них не было. Мисс Халуп была известной фигурой в нью-йоркском высшем обществе, известной своей активной позицией в Женском союзе мира, а также в Женском республиканском союзе и Женском конституционном союзе. Кардашьян, проявивший склонность к науке, написал книгу «Османская империя в 20 веке» и брошюру «Краткий комментарий к восточному вопросу», в которой обсуждал политические и экономические условия в Турции. Кардашьян был мужчиной среднего роста, с темными глазами и волосами. Он имел приятную улыбку и харизматичную личность, что помогло ему успешно утвердиться в праве. После сдачи экзамена в Нью-Йоркскую коллегию адвокатов в 1909 году он начал заниматься юридической практикой и создал партнерство с другим адвокатом, владевшим армянским, французским и турецким языками. Кардашьян проявил свои юридические навыки и мастерство английского языка в многочисленных документах и меморандумах в защиту армянского дела. Эти документы не только показали его языковые способности, но и глубокое понимание американского и международного права. Книга Кардашьяна «Османская империя в 20 веке» блестяще охватывает область исследований Османской империи на тот период. Главы включают ислам и его влияние на современную цивилизацию, восточный вопрос, Хамид II и его правительство, Турция и ее народы, Армения и армяне, армянский вопрос и Америка в Турции. Эта работа отметила Кардашьяна как острого и проницательного исследователя дел Ближнего Востока и человека с удивительно широким пониманием мировых условий. Книга «Османская империя в 20 веке» имеет живое введение профессора Арчибальда Маккалума из Филадельфии и посвящена мисс Элис Стоун Бэквелл. В документах Кардашьяна есть рукописное письмо, адресованное ему Викентом Джеймсом Брайсом, послом Великобритании в Вашингтоне, от 29 апреля 1908 года, в котором говорится: Лично мне было бы приятно принять посвящение вашей книге, но так как я занимаю официальную должность,
Возможно, будет лучше, если я не сделаю этого, так как я не знаю, какие замечания о нынешнем правительстве Турции могут быть в ней, и какие бы ни были мои личные мнения, моя официальная позиция не позволяет мне публично выражать мнение на эту тему. Поэтому я лучше откажусь от чести посвящения, которую вы мне предлагаете, но буду рад прочитать вашу работу, предмет которой, как вы знаете, вызывает у меня большой интерес. С уважением, Джеймс Брайс. Книга Кардашьяна, похоже, удивила армяно-американское сообщество. Интересным доказательством этого является рецензия на книгу, опубликованная в армянском журнале «Ардив», который издавался в Бостоне. В выпуске от 16 июня 1908 года Аршак Махдисян, видная фигура в армянских литературных кругах того времени, изучая книгу Кардашьяна, отметил, что автор обладает подлинным талантом. Он написал: Мы должны поддерживать этого молодого писателя, чтобы он мог продолжать развиваться и совершенствоваться. Если Армения должна иметь выдающихся людей, давайте поддержим тех, кто показывает признаки великого будущего. Мистер Кардашьян заслуживает всей поддержки армян. Ван Кардашьян посвятил свою жизнь борьбе с двусторонней ядовитой системой тирании и обмана, которая составляла Османская империя. Точно так же он вел войну против тех на Западе, кто способствовал тому, чтобы Турция оставалась такой, какая она была, и делала то, что она делала. В 1908 году Кардашьян едва ли мог знать, что мир стоял на пороге событий, которые трагически подтвердят его обвинения как против Турции, так и против Запада. Его слова были трагически пророческими, его анализ был совершенно верным, а его настойчивый призыв почти не был услышан. Через год началась Киликийская резня. Жертвами этой резни стало от 20 до 30 тысяч армян. Дружеские отношения между Кардашьяном и Махдисяном не продлились долго. Почти через 12 лет после того, как Махдисян написал положительную рецензию на книгу Кардашьяна, он стал высказывать другие и не столь комплиментарные мнения о авторе. И справедливо будет добавить, что и сам автор имел свои резкие слова в адрес своего рецензента. Книга и брошюры Кардашьяна, его лекции в метропольном районе Нью-Йорка и растущая репутация адвоката, специализирующегося на международном праве, привлекли внимание не только армян и американцев к способностям молодого человека. Турецкое правительство тоже заметило его и задалось вопросом, как оно может использовать этого выдающегося представителя Турции в своих интересах. В 1911 году к Кардашьяну обратился турецкий консул в Нью-Йорке с предложением занять должность советника в его офисе. Он принял это приглашение, что позднее никогда не будет забыто и прощено личными врагами Кардашьяна, или прокоммунистической фракции армянской американской общины, представители которой постоянно выдвигали обвинения, что Кардашьян работал на турок. Не может быть более серьезного обвинения в адрес человека армянского происхождения, чем обвинение в том, что он протурецкий или любит турок. Кардашьян должен был испытать все то, что пережили его предшественники. Все потому, что он работал советником для Нью-Йоркского турецкого консульства в момент, когда все ответственные армяне по всему миру, за исключением марксистской фракции, с благословением следили за обещающим перемирием между армянами и турками, которое последовало после провозглашения Конституции Турции 1908 года. Легенда о том, что Ван Кардашьян был любителем турок, однако живучая и продолжает существовать, несмотря на свою явную нелепую природу. Похоже, в таких случаях единственный способ бороться с подобными обвинениями – это предоставить доказательства. Эти доказательства теперь являются двумя письмами, найденных в архивах Кардашьяна. Частное письмо 20 августа 1914 года господину Линдли М. Гаррисону, секретарю по вопросам войны, Вашингтон, округ Колумбия. Уважаемый господин секретарь, у меня есть информация, касающаяся программы турецкого правительства, которая должна быть реализована в случае участия Турции в Европейской войне относительно всех местных и иностранных христиан в Турции, за исключением немцев и австрийцев, а также в отношении Индии, Египта, Туниса, Алжира, Явы и мохаммеданской части Филиппин, по поводу которых США, Великобритания, Франция, Россия и Италия должны быть глубоко обеспокоены. Я считаю, что в свете моей информации ситуация достаточно серьезна и требует немедленных и эффективных действий всех заинтересованных стран. Я бы хотел встретиться с вами в ближайшее время, чтобы подробно объяснить все вопросы. С уважением, Ван Кардашьян.
Кардашьян получил запрашиваемую аудиенцию с секретарем по вопросам войны, как подтверждается вторым из двух писем, которое следует. Стоит добавить, что оба письма были написаны в то время, когда Кардашьян все еще исполнял обязанности советника при турецком консульстве и, кроме того, был комиссаром турецкого павильона на Всемирной выставке в Сан-Франциско. Частное письмо 20 августа 1914 года. Уважаемый господин секретарь Линдли М. Гаррисон, секретарь по вопросам войны, Вашингтон, округ Колумбия. Уважаемый господин секретарь, прощаясь с вами вчера, я забыл повторить, что при любых обстоятельствах мое имя не должно быть раскрыто для публикации в связи с темой, которую я принес в ваше внимание. Позвольте сделать предложение. Это неопровержимый факт, что Турция является марионеткой Германии в этом деле, и как таковая, Берлин может быть надлежащим образом проинформирован или даже прямо сказано, что, учитывая известное немецкое влияние на Турцию, любые излишества, которые могут быть совершены турецким правительством против американской жизни, чести и имущества в особенности, а также против иностранных и местных христиан в целом, неизбежно поднимут общественное мнение в Америке против Турции и ее друзей и союзников. Поэтому можно надеяться, что Германия даст Турции советы по умеренности в отношении христианских общин в этот трудный час. Моя позиция и мои усилия в этом вопросе исключительно продиктованы моим чувством бескорыстного долга перед тысячами беспомощных мужчин, женщин и детей в Турции, американцев, англичан, французов, русских, греков и армян, которые будут легкой добычей для жажды и ярости турков, которых я так хорошо знаю. Если не будут привлечены мощные сдерживающие силы извне, будьте уверены, что турки, с возможностью действовать без ограничений, которую они теперь считают своей, будут совершать самые ужасающие зверства за всю свою отвратительную карьеру. Если президент, секретарь по вопросам государства, вы или кто-либо из послов Тройственного соглашения пожелаете встретиться со мной, я буду готов откликнуться, всегда при условии строгой конфиденциальности. С уважением, господин секретарь, прошу принять уверение в моих самых высоких чувствах. Ван Кардашьян. Есть доказательства того, что это не первый раз, когда Кардашьян контактировал с Вашингтоном по этим вопросам, которые он считал жизненно важным для правительства. Он пытался встретиться с президентом Вудро Вильсоном ранее в 1914 году. В 1913 году Кардашьян отправился в Константинополь, вероятно, по поручению турков, американцев и самого Кардашьяна. Возможно, поскольку поездка связана с личными контактами, а не деловой перепиской, в архивах очень мало данных о поездке. Судя по всему, его цель в Константинополе была следующей. Переговоры по американскому займу. Он обсуждал с турецкими чиновниками возможность принять крупный американский займ, предназначенный, очевидно, для получения уступок для частных американских бизнес-структур в Турции. Переговоры по экономическим уступкам. Он обсуждал с турками цену, которую они установят за позволение американцам эксплуатировать ресурсы Анатолии. А также встреча с Талатом Пашой. Он встретился и поговорил с Талатом Пашой, настоятельно призвав его уважать права меньшинств в Турции. Кардашьян потерпел неудачу в каждом из случаев. Французские интересы, как мы увидим, переиграли американцев в вопросе желанных концессий, а Талат Паша стал одним из главных авторов армянского геноцида 2 года спустя. В 1905 году капитан, позднее адмирал Колби Честер, ВМС США, был отправлен правительством США в Турцию для расследования армянских резней, а также потерь, понесенными американскими миссионерами. По возвращению в Америку Честер почти не говорил о армянских резнях или чем-то подобном. Что он действительно сделал, так это публично признал, что султан принимал его с королевским размахом. Что же он не сообщил, так это то, что султан предложил ему определенные концессии в глубине Турции, разработка нефтяных и минеральных ресурсов, железные дороги и так далее, которые, если бы они были заключены, означали бы миллионы для крупных американских компаний. Адмирал Колби Честер возглавил организацию Османо-американская развивающая компания в 1909 году. Эта группа официально обратилась в турецкое правительство с заявкой на различные концессии в области горнодобывающей промышленности, нефти и железных дорог, которые позже стали известны как Честерская концессия. Существует много веских причин подозревать, что Ван Кардашьян сыграл роль, возможно, незначительную, но тем не менее важную в переговорах между группой Честер и Константинополем.
Константинополем. Первая и самая очевидная причина – это просто здравый смысл. Кардашьян – блестящий адвокат, получивший образование в Америке и авторитет в вопросах Ближнего Востока. Также был оплачиваемым сотрудником турецкого консульства в Нью-Йорке. В то время, когда немногие американцы имели экспертизу по османским делам, маловероятно, что и американцы, и турки игнорировали бы его участие в таких деликатных переговорах. Кроме того, известно, что его миссия в 1913 году в Константинополь включала обсуждение турецких концессий для американцев, хотя из доступных документов не следует, что эти обсуждения напрямую касались Честерской концессии. В то время не было других крупных частных американских планов по развитию Турции. С большей вероятностью Кардашьян имел в виду именно Честерскую концессию. Второе ключевое свидетельство, связывающее Кардашьяна с планом Честера, это его связь с Арменом Гаро, депутатом турецкого парламента, который позднее стал полномочным министром независимой республики Армения в США. Гаро был глубоко заинтересован в том, чтобы Турция официально предоставила концессии Честеру. Учитывая, что Кардашьян был знаком с Гаро, вполне вероятно, что они обсуждали Честерскую концессию во время визита Кардашьяна в Константинополь в 1913 году. Третье. С самых первых дней своей жизни и до самой смерти Кардашьян был активным сторонником Дашнак Цютюн. Дашнак Цютюн выражала поддержку предвоенной Честерской концессии по стратегическим причинам, вероятно, хорошо известных Кардашьяну. Если Дашнаки поддерживали эту концессию, Кардашьян имел бы веские основания предложить свои юридические и дипломатические знания как туркам, так и американцам. Если стороны переговоров еще не обратились к нему, вполне вероятно, что вопросы, связанные с концессией, привлекли его внимание в его качестве юридического советника консульства. Четвертое. Кардашьян хорошо знал самого адмирала Честера. В июле 1912 года, на последнем праздновании годовщины принятия турецкой конституции, которое прошло в Нью-Йорке, Кардашьян выступил как председатель и основной оратор на мероприятии, на котором присутствовали такие выдающиеся личности, как бывший посол Оскар Штраус и адмирал Честер. Учитывая их знакомство, вполне вероятно, что Кардашьян и Честер не раз обсуждали концессию в период пребывания Кардашьяна в турецком консульстве. Существует две копии выдающегося юридического документа под названием «Кае де шарж», что означает технические характеристики. Эти копии, тщательно сохраненные, были признаны неопубликованным текстом части соглашения Честерской концессии, касающиеся развития железных дорог в Восточной Анатолии. Документ представляет техническое толкование ключевых частей соглашения Честера, особенно касающихся планов по строительству и эксплуатации американской магистральной железной дороги через Армению. Хотя полный текст этого документа слишком длинный, чтобы его воспроизвести здесь, его существование представляет собой исключительно историческую ценность. Соглашение предусматривало предоставление американских корпораций, позднее идентифицированной как Османо-американская компания, непосредственно связанной с Честерской концессией, исключительных прав на строительство и эксплуатацию железных дорог. В соглашении по Османо-американской компании было установлено, что посредник будет действовать от имени американского концессионера Колта. Компания была зарегистрирована в соответствии с законодательством штата Делавэр, США. Компания должна была внести предосторожный депозит в размере 20 тысяч турецких лир в Императорский Османский банк в качестве гарантии выполнения соглашения. Этот финансовый залог обеспечивал выполнение компанией своих контрактных обязательств. Кроме того, соглашение предусматривало, что треть акций компании будет зарезервирована исключительно для османских подданных, желающих инвестировать в предприятие. Был предложен график строительства работ, а также приведены подробные описания инфраструктуры железной дороги, которая должна была быть построена. Язык этого документа сильно указывает на то, что его мог составить сам Ван Кардашьян, хотя формальные юридические термины могли быть не его. Однако эти тщательные согласованные условия так и не были реализованы. Честерская концессия в конечном итоге не была осуществлена, поскольку Франция переиграла американцев, предложив османскому правительству огромный кредит. Франция предоставила османскому правительству кредит в 800 миллионов франков, из которых было фактически выплачено 500. В обмен Франция получила эксклюзивные концессии на железные дороги в Северо-Западной и Центральной Малой Азии, в частности, на строительство следующих новых железных маршрутов: Сивас, Харпут, Битлис, Ван. Переиграв американцев, Франция обеспечила контроль над этими стратегическими железнодорожными разработками. Однако эта победа оказалась пустой.
Вскоре началась Первая мировая война, что помешало Франции извлечь выгоду из своей железнодорожной концессии. Французы не только потеряли свои значительные финансовые вложения, но и понесли более унизительную часть. Франки, которые были вложены в османскую инфраструктуру, были использованы против них в бою. Когда французские солдаты столкнулись с османскими войсками на полях сражения Леванта, их встретили турецкие пули и артиллерийские снаряды, оплаченные теми самыми деньгами, которые Франция предоставила. Ван Кардашьян, как и многие ответственные армяне своего времени, осознавал потенциальные выгоды от американских экономических интересов в Армении. Он много работал над тем, чтобы добиться вовлечения Америки в этот регион, полагая, что это может защитить армянские общины и способствовать развитию. Однако его взгляды на Честерскую концессию со временем сильно изменились. К 1921 году, когда проект Честера был возрожден в ходе обсуждений, связанных с Лозаннским миром, Кардашьян решительно выступил против него. К тому времени армянское население Турции было в значительной степени уничтожено в ходе геноцида армян. Кардашьян больше не видел оправдания для строительства и эксплуатации американской железной дороги в Турции. Такой проект не почтил бы память убитых армян и не вернул бы их к жизни. Напротив, он бы легитимировал и вознаградил режим, который совершил геноцид. По его мнению, план Честера стал инструментом для замалчивания турецких преступлений, а не для привлечения к ответственности виновных. Горькая оппозиция Кардашьян возрожденному плану Честера стала определяющим аспектом его позднейшей активистской деятельности. Он рассматривал этот план не как маяк экономического прогресса, а как предательство армянского дела, проект, который придавал престиж исполнителям массовых зверств, а не стремился к справедливости для их жертв. Следующее письмо, датированное 1913 годом, было написано в период, когда Ван Кардашьян активно работал в качестве юридического консультанта турецкого консульства в США. Этот документ важен не только за историческим освещением армянского вопроса, но и за раскрытие стратегического подхода Кардашьяна в обращении к западным державам по поводу угроз, исходящих от Османской Турции. Подсекретарь Государственного департамента Министерства иностранных дел, 4 января 1913 года, Лондон, Англия. Сэр, я взял на себя смелость снова написать вашему превосходительству 7 ноября 1912 года касательно ситуации в Турции после событий 29 июня 1912 года. В Лондоне сейчас находятся несколько армянских делегаций, состоящих из армян из Турции, которые прибыли с петициями к британскому правительству. Их основная цель – привлечь международное внимание к трудному положению армянского народа в Османской империи. Они стремятся, чтобы ситуация в Турции была официально обсуждена на международной конференции, если такая состоится. Сегодня я получил сообщение от одной из армянских делегаций с просьбой организовать встречу с господином Теодором Рузвельтом или альтернативно с премьер-министром Асквитом или графом Греем, чтобы привлечь внимание к этому гуманитарному кризису. Однако после внимательного размышления я решил не добиваться вмешательства господина Рузвельта в данный момент, так как я считаю, что такой подход был бы неуместным, не необходимым. Британское правительство, более чем любое другое, хорошо знакомо с ситуацией в Турции и исторически проявляло симпатию к бедствиям армянского народа. Я уверен, что эта симпатия остается неизменной и сегодня. Предложение по британской защите армянского государства. Позвольте мне с уважением предложить план смягчения этого кризиса. Не было бы целесообразно создать автономное армянское государство под британской защитой. Это соглашение основывалось бы на четком понимании, что место армянского католикоса будет перемещено из Эчмиадзина в Киликию, где в настоящее время проживает армянский католикос Киликии. В рамках такого соглашения Великобритания имела бы прямое влияние на армянскую церковь, используя ее как стратегический и эффективный канал для продвижения британских интересов на Ближнем Востоке. С уважением, Ван Кардашьян. Предложение, содержащее в последнем абзаце предположение, что Великобритания примет на себя протекторат над Киликией, чтобы защитить армянское население, было не уникально для Кардашьяна. До Первой мировой войны великие державы Европы постоянно обсуждали армянский вопрос, размышляя о том, не должна ли одна из них взять на себя роль защитника армянского народа. Однако такие обсуждения часто вели не только из гуманитарных соображений, но и из стратегических и экономических интересов. В этом контексте Великобритания считала
считалась наиболее вероятным кандидатом для выполнения этой задачи из-за долгосрочных геополитических интересов на Ближнем и Среднем Востоке. Хотя обращение Кардашьяна не было немедленно выполнено, его поддержка и дальновидность предвосхитили позднейшие международные дебаты о автономии и защите армян в контексте геноцида армян и Лозаннского мирного договора. Один из самых значительных аспектов стратегии Ваана Кардашьяна заключался в включении армянской церкви в более широкий геополитический вопрос обеспечения британского протектората над Киликией. Этот шаг продемонстрировал глубокое понимание истории, дипломатии и армянской национальной борьбы. Кардашьян явно осознавал огромное влияние армянской церкви, как духовное, так и политическое, на армянский народ. Он также остро осознавал, что Эчмиадин, духовный центр армянской церкви, был уязвим к манипуляциям со стороны иностранных держав, особенно Османской Турции и Российской империи. Кардашьян предвидел, что стратегическое значение Эчмиадина может быть использовано для пропаганды и контроля как внутри страны, так и среди армянской диаспоры. В качестве решения он предложил переместить армянский католикосат из Эчмиадина в Киликию, древнюю армянскую крепость и историческую резиденцию независимого армянского католикосата в Сисе. Перемещение центра армянской церкви в регион под британской защитой позволило бы освободить церковь от иностранного влияния, будь то турецкая, российская или позже советская, подчинить ее опеке независимой администрации, поддерживаемой Западом, сделать церковь объединяющим и защитным институтом для армян как на родине, так и в диаспоре. Примечательно, что беспокойства Кардашьяна 1913 года были полностью оправданы к 1957 году, когда Эчмиадин оказался за железным занавесом и использовался как инструмент советской пропаганды. С угнетением религии в СССР некогда независимое духовное сердце армянской нации было сведено до рупора коммунистической политики. В результате свободные армяне в диаспоре все больше обращались к киликийскому католикосату как к альтернативному источнику духовного лидерства. Видение Кардашьяна Киликии как центра армянского религиозного и национального возрождения стало реальностью спустя десятилетия. Способность Ваана Кардашьяна предвидеть судьбу Эчмиадина и предложить решение задолго до того, как оно стало актуальным, свидетельствует о его гениальности как стратега и государственника. Его описание дает четкое дальновидное предупреждение о опасностях иностранного государства над армянскими институтами, предупреждение, которое актуально и сегодня. Несмотря на первоначальное нежелание Кардашьяна вовлекать Теодора Рузвельта, его зарубежные корреспонденты продолжали настаивать на этом. Следующий документ, датированный 24 января 1913 года, раскрывает, что... Первое. Кардашьян все-таки встретился с Рузвельтом, чтобы обсудить армянский вопрос. Второе. Встреча дала важные сведения о позиции Рузвельта по этому вопросу. Третье. По крайней мере, один из международных корреспондентов Кардашьян сыграл непосредственную роль в организации этой встречи. Эта встреча стала важным моментом в армянской адвокации, так как влияние Рузвельта могло потенциально повлиять на западную политику по вопросу бедственного положения армянского народа. Усилия Кардашьяна собрать влиятельных американцев для поддержки армянских интересов – стратегия, в которой он позже достиг успеха. Это также раскрывает его пожизненное недоверие к российскому правлению в Армении, беспокойство, которое история не раз подтверждала. Кардашьян никогда не считал, что 4000-летняя борьба Армении за независимость должна закончиться под российским правлением, так же, как она не должна была оставаться под османским владычеством. Он отвергал идею, что жертвы армянских патриотов должны были привести к тому, чтобы Армения стала всего лишь провинцией России. Если признание расширения российской защиты над армянскими провинциями будет воспринято как решение армянского вопроса, это также будет означать полное исчезновение армянской надежды на будущее независимость. Ваан Кардашьян был действительно выдающимся и дальновидным лидером. Единственный оставшийся документ из 1913 года в архивах Кардашьяна – это копия письма, которое он адресовал Григору Захрабу, выдающемуся армянскому адвокату в Константинополе. Захраб наиболее известен среди армян как автор и уважаемая общественная фигура. В 1914 году Ваан Кардашьян принял приглашение турецкого правительства стать верховным комиссаром для турецких выставок на Панамско-Тихоокеанской международной выставке, которая открывалась в Сан-Франциско 20 февраля 1915 года. В выставке принимали участие 39 стран, включая Турцию. Кардашьян добросовестно исполнял свои обязанности, пока не стали поступать тревожные сообщения, одно за другим.
информирующие мир о жестокостях, совершаемых турками против его соотечественников, особенно нацеленные на его родных, включая его мать и сестру. До этого Кардашьян был несколько индифферентен, космополит по натуре, удален от борьбы на своей родине. Однако, когда он узнал, что турки изгнали его семью, его кровь закипела. Не получив никакой надежной информации ни от государственного департамента, ни через Генри Моргентау, ни от турецкого посольства, он направился в Вашингтон, где он явился к турецкому министру, подал в отставку с должностей и публично выбросил все награды, которые ему присвоили османские власти, в лицо изумленному турецкому послу, разрывая все связи с турками раз и навсегда. С этого момента Кардашьян стал громким борцом против турецкого режима. Его усилия по привлечению внимания через личные письма и обращения были тщетны, пока одна из самых взрывных фигур того времени, Уильям Дженнингс Брайан, не был побужден к действию. Альтон Брукс Паркер уделил внимание усилиям тех, кто организует помощь армянам, отметив, что важно строить сильную поддержку и единство среди различных конфессий. Альтон Паркер написал: «Я ищу эффективные действия. Я надеюсь, что комитет движется в правильном направлении и что этот вопрос вскоре будет решен на самых высоких уровнях правительства. Мои усилия, а также усилия других, работающих с нами, направлены на то, чтобы Турция и ее союзники в конечном итоге понесли ответственность за свои действия против армянского народа. Мы все работаем над тем, чтобы это было вынесено на свет». Ван Кардашьян, который активно участвовал в судебном преследовании армянского дела, был также связан с созданием организации Near East Relief. Эта организация сыграла ключевую роль в сборе миллионов долларов в США для помощи армянам. Доктор Джеймс Бартон в своем рассказе о Near East Relief приводит подробную историю создания этой организации. Он упоминает, что 14 сентября 1915 года он пригласил Кливленда Джорджа, личного друга президента Вильсона, стать организатором всеобъемлющей конференции по проблеме помощи армянам в Нью-Йорке. Встреча состоялась 16 сентября. Одним из многих любопытных аспектов истории помощи Ближнему Востоку Джеймс Бартона является тот факт, что Кардашьян, вероятно, единственный частный гражданин в США на тот момент, который мог бы считаться авторитетом в вопросах, касающихся Турции, не упоминается ни разу. Это несмотря на то, что теперь мы знаем, что Кардашьян сыграл важную роль в предоставлении критически важной информации комитету Бартона при его создании. Тем не менее, мы знаем, что Бартон, по крайней мере, знал о существовании Кардашьяна, и позже между ними произошел разрыв. Что особенно нас интересует сейчас, так это тот факт, что Бартон, похоже, выражал свое разочарование Кардашьяну, полностью игнорируя его и его вклад в работе. Странное отношение доктора Бартона к армянам, возможно, лучше всего иллюстрируется выражением, которое он высказал. Армяне, присутствовавшие на некоторых из первых встреч комитета, предоставили ценную информацию о ситуации и нуждах в Турции. Однако было решено, что поскольку они были людьми, непосредственно вовлеченными, их не следует принимать в состав комитета, который должен быть полностью американским органом, неполитическим и абсолютно нейтральным. Такое отношение, безусловно, глубоко возмутило Вана Кардашьяна, и неудивительно, что Кардашьян позже выразил свое презрение к Бартону. Отвращение Кардашьяна только усилилось от того факта, что комитет помощи, который якобы должен был помогать его народу, исключил армян из процесса вовсе. Это исключение, по мнению Кардашьяна, было прямым оскорблением тех самых людей, чьи жизни разрушались Османской империей. Точка зрения Бартона, что комитет должен быть неполитичным и абсолютно нейтральным, казалась намеком на готовность простить турок за геноцид армян. Для Кардашьяна такой подход был совершенно неприемлем. Документы Кардашьяна содержат массу доказательств гнева и оппозиции Кардашьяна к взглядам и действиям Бартона. Неудивительно, что такие фигуры, как судья Альтон Паркер, посол Джеймс Джерард, сенаторы Кинг и Свансон и другие видные американские патриоты, истинные друзья Армении, не были указаны как спонсоры Near East Relief. Это были те люди, которым Ван Кардашьян предоставил реальные факты, которые Бартон и его комитет не захотели признать. Когда Брайан выступал, демонстрация была в значительной степени организована его жизненной историей, и публика была тронута его словами. Пламенная речь Брайана
нашла отклик, и Кардашьян поддержал чувства Брайана в поддержку действий против Турции. Ответ Брайана стал оглушительным призывом поддержки армянского дела, который вызывал большой резонанс, когда общественное мнение стало складываться в его пользу. Ван Кардашьян, ранее тихая фигура, теперь стала ключевой личностью. Однако этот поворот событий поставил его в неловкое и неприемлемое положение. Граф Бернсторф, немецкий посол в Вашингтоне, был в ярости от того, что турецкое посольство не смогло контролировать своих сотрудников, и что Кардашьян сливала информацию силам, при этом продолжая поддерживать доверие турок. Он считал этот инцидент значительным позором для немецкого престижа в Америке, поскольку Германия была союзником Турции. 28 октября 1915 года немецкий чиновник приказал турецкому посольству немедленно уволить Кардашьяна. 1916 год стал важным для истории Кардашьяна, так как именно тогда началось его влияние как автора писем для влиятельных газет. Тщательное изучение индекса New York Times показывает, что за период примерно в 15 лет Ван Кардашьян написал 53 статьи в колонках этой газеты. Первая из них появилась 26 января 1916 года с заголовком «Будущее Турции», прямо касаясь армянского вопроса или косвенно затрагивая его, выступая за то, что Запад должен делать по отношению к Османской империи. До конца года два других мастерски написанных статей Кардашьяна появились в New York Times, одно 12 ноября 1916 года «Германские амбиции на Ближнем Востоке», другое 23 декабря 1916 года о мирной записке президента Вильсона. 10 февраля 1916 года Кардашьян написал сенатору Уильяму Стоуну, приложив листовку под названием «Армения и армяне», в которой содержалась сжато изложенная информация о истории армян. В письме Кардашьян выразил надежду, что листовка будет интересна сенатору Стоуну с учетом текущих обстоятельств. Он выразил надежду, что президент установит дату для помощи армянам. Кроме того, Кардашьян упомянул, что он встретился с сенаторами Каминсом, Андервудом, Феланом и Уэдесортом в Сан-Франциско и попросил сенатора Стоуна обеспечить распространение копий листовки среди этих сенаторов, полагая, что они поддержат это дело. Письмо от 12 февраля 1916 года, адресованное Вану Кардашьяну сенатором Уильям Борахом, гласит, что «Мой дорогой сэр, я очень рад получить ваше письмо касаемо дела Армении. Я прочту его с интересом и не сомневаюсь, что оно принесет пользу. С уважением, Уильям Борах». Очевидно, что Кардашьян был активен не только в распространении своей листовки и написанием писем, но и в других не менее важных областях, связанных с армянским делом. Интересное письмо, датированное 17 февраля 1916 года, адресованное Кардашьяну, конгрессменом Беннетоном Чемпом Кларком. «Мой дорогой господин Кардашьян, я получил ваше интересное письмо, за которое благодарю вас. Я буду рад сделать все, что смогу, чтобы ускорить принятие резолюции, о которой вы говорите. Не сомневаюсь, что она будет принята. Ваш друг Чемп Кларк». Письмо представляет особый интерес, так как оно без всякого сомнения показывает, что Ван Кардашьян был, по крайней мере, в значительной степени ответственен за принятие совместной резолюции, принятой Конгрессом 10 июля 1916 года, в которой говорилось: Решено Сенатом с согласия Палаты представителей, что в связи с ужасами и страданиями армян президенту настоятельно предлагается назначить день, в который граждане этой страны могут выразить свою солидарность, сделав пожертвования на помощь армянам в странах, охваченных войной. Эта резолюция привела к прокламации, выпущенной 31 августа 1916 года президентом Вудро Вильсоном, в которой говорилось: Теперь, следовательно, я, Вудро Вильсон, президент Соединенных Штатов, в соответствии с просьбой Сената и просьбой Конгресса, назначаю и объявляю субботу, 21 октября и воскресенье, 22 октября 1916 года днями, в которые народ США может сделать пожертвования по своему усмотрению для помощи пострадавшим сирийским и армянским народам. Личные усилия Кардашьяна по делу Армении распространились по всему миру в 1916 году. Вот еще интересное письмо, отправленное 8 декабря 1916 года Кардашьяну лорду Нортклиффу, владельцу влиятельной газеты London Times. Письмо очень длинное. Вкратце, Ван Кардашьян обращается к лорду,
Нортклиффу, британскому издателю, он рассказывает о своем прошлом сотрудничестве с Османской империей и разрыве этих связей после начала геноцида армян. Кардашьян предупреждал о вступлении Турции в войну и ее агрессивных планах против христиан. Он предлагает Великобритании 4 стратегических шага. Первое. Ослабить Германию, устранив Турцию из войны. Второе. Использовать дипломатическое давление для смены турецкого правительства. Третье. Объявить, что военные долги Турции не будут признаны, усилив давление на османские власти. Четвертое. Поддержать передачу Константинополя России, обеспечив стабильность региона путем раздела сфер влияния между союзниками. Можно с уверенностью сказать, что взгляды Ивана Кардашьяна на методы достижения армянской цели изменились. В период 1916-17 годов Соединенные Штаты претерпели значительные изменения, и Кардашьян, похоже, понял, что его план может добиться лишь очень малых результатов, если он продолжит свои прежние настойчивые, но изолированные усилия в армянском деле. Он осознал, что необходимы перемены в подходе. Кардашьян пренебрегал всякими связями с армянскими объединениями, однако вскоре он активно включится в работу армянского пресс-бюро, поддерживаемого изначально Армянским национальным союзом Америки. Его печальный опыт с союзом не привел его к изоляции от армян. Напротив, он стал яростно поддерживать Даштак Тютюн как истинного защитника армянского дела. Историческая кампания по сбору средств, первая крупная единая кампания в армяно-американской истории, принесла союзу потрясающую сумму в 931 982 доллара. Это было практически доказательством степени привязанности армян-американцев к армянской помощи и поддержке. Обладая этой финансовой поддержкой, Союз приступил к работе, и дела шли, казалось, замечательно. Например, 1172 армяно-американских молодых человека были набраны через агентство Союза и отправлены на Кипр, где они должны были присоединиться к французским войскам в Леванте. Союз установил связи с Государственным департаментом США, и Армен Гаро, специальный посланник армянского католикоса, по прибытию в США сразу выразил свое намерение сотрудничать с Союзом. Союз также напечатал за свой счет и распространил несколько публикаций пропагандистской ценности. Кардашьян должен был знать, что первой обязанностью министра иностранных дел Независимой Республики Армения было осуществление объединения Армении, что не означало ничего, кроме введения западных армянских территорий в состав созданной ядра республики. Похоже, что только с объявленным планом президента Соединенных Штатов о проведении границы Объединенной Армении, планом, который принципиально поддерживалось армянским правительством, его подозрения относительно апатии республиканцев к Западной Армении были развеяны. Министерство обороны и Генеральный штаб США в ожидании объявления войны готовили планы по отправке в Киликию одним большим конвоем 75 тысяч солдат с идеей разделить турецкие войска, укрепившись между подступами к горам Амана и Тавра. Этот шаг позволил бы перекрыть коммуникации между турецкими армиями Палестины и Месопотамии. Джеймс Бартон из конгрегационной миссионерской организации узнал об этом плане и убедил однокурсника президента Вильсона, Кливленда, Джорджа, что если Америка объявит войну Турции, турки возьмут в заложники его дочь и зятя. Джордж, сильно встревоженный, отправился в Вашингтон с Бартоном и изложил эти вымышленные подозрения президенту, добавив, что в случае объявления войны Турции, турки убьют всех оставшихся армян и конфискуют все американское миссионерское имущество, что составит $20 миллионов. Президент ответил, что американский народ был полностью настроен против турок и хотел наказать их. В это время было широко известно, что Теодор Рузвельт предлагал сформировать американский контингент из добровольцев, чтобы возглавить их против турок, как он сделал в 1898 году против испанцев на Кубе. Под воздействием умоляний своего однокурсника президент уступил и отменил план Киликийской экспедиции. Для этой цели он заручился сотрудничеством и поддержкой Джеймса Джерарда, бывшего посла в Германии, которого он знал по своей юридической практике, а также целого ряда других известных американцев, хорошо известных в общественной жизни. Кстати, у меня есть интересный и подробный
популярное видео Килики в 1920 году, где рассказывается о том, как армяне стремились создать независимое государство. Советую посмотреть. Как только центральные державы были побеждены и перемирие было подписано в Мудросе, среди армян по всему миру возник энтузиазм по поводу их окончательного освобождения от турок. Для достижения этой цели им был необходим мир и поддержка для восстановления после 4 лет страданий и лишений. Американский комитет за независимость Армении через Жерара убедила председателя комитета по иностранным делам сенатора Генри Кабата Лоджа принять резолюцию о поддержке мира в Армении. Некоторые армяне настроены на миссионерскую деятельность, и руководители Near East Relief во главе с Джеймсом Бартоном выступали против независимого армянского государства или американского мандата для Армении. Вместо этого они предлагали универсальный мандат для всей Турции, считая, что этот план откроет более широкое поле для их евангелизации. Теперь, когда турки были побеждены и беспомощны, они думали, что турки будут готовы слушать проповеди миссионеров. В Сенате состоялось слушание по резолюции Лоджа, чтобы определить, какую моральную, физическую и военную помощь американцы могут оказать армянам. В обсуждениях участвовали представители Армянского национального союза, премьер-министр Армянской республики Качазнуми, несколько работников Near East Relief, а также Армен Гаро, посол независимой Армении в США, и Кардашьян. Кардашьян заявил, что американцы должны признать Армянскую республику как фактическое правительство, затем отправить еду, боеприпасы и припасы для армии из 30 тысяч человек. Он также предложил держать открытым с небольшой военной силой железнодорожное сообщение Батуми-Ереван до определения мирной конференции, окончательного решения армянского вопроса. Однако из этого слушания ничего не вышло, потому что президент Вильсон собирался в Европу, и помощь армянам была отложена на более поздний срок. В Сенате была сильная оппозиция, как со стороны республиканцев, так и демократов, против любого американского мандата. Группа выдающихся американцев Рут, Лодж, Хьюз и Жерар призвала президента отказаться от схемы мандата, поскольку она не имела шансов на принятие в Сенате, контролируемом республиканцами. Вместо этого они предложили направить прямую помощь Армении – еду, боеприпасы и припасы для армии из 30 тысяч человек. Мудрый сенатор Генри Кэббет Лодж сообщил в пресс-службном комитете во время визита в Вашингтон, что он поддерживает идею отправки 10 тысяч американских солдат в Трабзон для открытия коммуникаций с зажатой в тисках Армянской республики. Ожидалось, что когда президент поедет в Париж, он возьмет с собой двухпартийную американскую делегацию, включая как республиканцев, так и демократов, таких как сенатор Лодж и Хьюз. Однако он выбрал несколько посредственных партийных людей и военный штаб в качестве советников. Эта односторонняя и упрямая политика дорого обошлась ему. Республиканцы позже выступили против каждого его шага, включая его любимый проект Лигу наций, а также предложенный мандат для Армении. Так армяне понесли еще один удар. Необходимо отметить, что Кардашьян настоятельно желал, чтобы мистер Жерар поехал в Париж и объединил усилия Американского комитета за независимость Армении с армянской делегацией там. Он получил согласие Хауса, решающего вопросы президента Вильсона. Но, к сожалению, Жерар заявил, что ему неудобно ехать. Таким образом, армянский вопрос снова остался в неопределенных руках. Честно говоря, в пресс-службе не было средств для финансирования такой поездки. Союзники хотели немедленно решить мирные договоры с малыми державами, такими как Турция, Австрия и Болгария, оставив вопрос Германии на потом. Однако президент Вильсон настоял на том, чтобы ничего не было сделано, пока победившие нации не включат все вопросы в мирный договор, включая его любимый план – Лигу наций. В результате мирный процесс затянулся на 2 года. Тем временем Вильсон пообещал европейским державам, что если они отложат решение турецкого вопроса, он возьмет на себя мандат по Армении с достаточно финансовой и военной поддержкой. Это неопределенное обещание блокировало усилия других держав, таких как Франция и Канада, которые были готовы принять прямые и немедленные меры в пользу армян. Позднее Верховный Совет союзников Сан-Роме попросил президента определить юго-западные границы 4 вилаетов, которые должны были быть отделены от Турции. Однако из-за болезней или других политических соображений он слишком долго откладывал свое решение, и в конце концов уже слишком поздно. Эта задержка привела к враждебным действиям против
Армянской республики. Задержка также дала туркам время реорганизовать свои разрушенные силы и, объединившись с большевиками, положить конец существованию Армянской республики. Окончательно раздраженный этим поворотом событий Кардашьян вскоре выпустил свою знаменитую брошюру «Вильсон. Разрушитель Армении» в феврале 1921 года. Это издание вызвало большой резонанс и возмутило некоторые армянские круги. В начале этой войны державы Англия, Франция и Италия соперничали друг с другом, пытаясь завоевать расположение турок. Они доходили до того, что шпионили друг за другом и строили противостоящие заговоры. Франция и Италия не одобряли идеи постоянной оккупации Константинополя англичанами и не одобрили захват Смирны греками. После перемирия в Мудросе президент Вильсон назначил вице-адмирала Марка Бристоля американским высшим комиссаром в Константинополе во время оккупации города союзными войсками. С самого начала этот адмирал выступал за турок и проявлял явное презрение к христианам и христианству. Американское посольство там стало центром турецкой пропаганды. Турки, довольные его позицией, щедро угощали его. В это время полковник Айк Шекериджан, позже бригадный генерал в отставке, был американским военным атташе в Константинополе. Однако он был позже отозван по настоянию адмирала Бристоля из-за его естественных симпатий к армянам. Кардашьян и Жерар жаловались в Госдепартамент на действия этого адмирала. Действуя в интересах группы нефтяников-спекулянтов, секретарь Хьюз заключил договор с турками в Лозанне 6 августа 1923 года. Как позже заявила платформа Демократической партии, законные американские права и Армения были обменяты на Честерскую концессию. Сенатор Уильям Кинг из штата Юта предложил резолюцию для расследования некоторых фактов, связанных с Лозаннским договором, и роли, сыгранной Госдепартаментом в обеспечении честерских нефтяных концессий. Однако секретарь Хьюз, не будучи уверенным в своей позиции, отложил любые немедленные действия, нуждаясь во времени для успокоения общественного возмущения. Наконец, после трехлетней задержки, договор был представлен в Сенате, где он был отвергнут значительным большинством. Ван Кардашьян яростно боролся против этого договора, против установления нормальных отношений с Турцией и против назначения нового турецкого министра Ахмеда Мухтара, которого он считал нежелательной личностью с сомнительной репутацией в вопросах армянских массовых убийств. Однако ему не удалось остановить ход событий. Несмотря на эти неудачи, 3 значительных достижения были получены благодаря настойчивым усилиям Кардашьяна через Американский комитет за независимость Армении. Американская администрация помощи, возглавляемая Гербертом Гувером, предоставила Армянской республике $10 миллионов США в виде пшеницы. В 1925 году Кардашьян добился от Государственного департамента через сенатора Кинга признания, что турецкое золото, депонированное в Рейхсбанке в Берлине на сумму $29 миллионов США, по праву принадлежит армянам, так как оно было насильно отнято у них. Он призвал вернуть его законным владельцам. В качестве стимула Кардашьян предложил, чтобы, если это золото будет возвращено, правительство США должно претендовать на часть как возмещение за зерно, которое было предоставлено армянскому правительству. Однако американское правительство отказалось заявить претензии на турецкое золото, и в конечном итоге европейские державы разделили добычу между собой. Второй положительный результат был достигнут, когда Госдепартамент признал 22 апреля 1920 года Армянскую республику де-факто правительством Армении по рекомендации Жерара. Этот факт был сообщен Армену Гаро, тогдашним государственным секретарем Бейнбриджем Колби. Наконец, Кардашьян приложил героические усилия против ратификации Лозаннского договора. Как принципиальный вопрос, он написал объемные брошюры с осуждением договора. Он обращался к сенаторам индивидуально, вел агитацию и возбуждал общественное мнение против договора, как аморального и противного интересам американского народа. Ему удалось победить в этом, но ничего не вышло из этого, поскольку американское правительство уже признало Кемалийскую Турцию и ее министра Ахмеда Мухтара. Среди прочих активностей Кардашьяна стоит отметить его поддержку курдского дела. Кардашьян предложил Герберту Адамсу Гибсону, авторитету в вопросах Ближнего Востока, написать введение книги, которую Кардашьян подготовил на основе
материалов на французском языке и который он назвал «Дело Курдистана против Турции». Один из представителей Хайбуна, Верховного Совета курдского правительства в изгнании, которое в то время вело восстание на горе Арарат, про это восстание будет отдельное видео на канале, Кардашьян поехал с ним в Вашингтон и познакомил его с чиновниками Госдепартамента и сенаторами, обращая их внимание на необходимость поддержания курдской независимости. Как обычно, все эти просьбы остались без ответа. Без сомнения, американская общественность была глубоко возмущена турками в начале Первой мировой войны. Это предположение подтверждается тем, как охотно они жертвовали большие суммы на помощь Ближнему Востоку. Они настоятельно обращались к президенту Вильсону с просьбой о независимой Армении. 20 тысяч священников, 65 епископов епископальной церкви, 35 губернаторов и 200 президентов колледжей и университетов стали горячими свидетелями теплых американских сердец. Многие люди отправляли письма и телеграммы в пресс-службу и Американский комитет за независимость Армении. В связи с этим необходимо отметить, что большинство американцев, которые интересовались армянским делом, не воспринимали его всерьез. Они относились к этому скорее как к забаве и временной теме. Как только общий ажиотаж утих, они в конечном итоге забыли об армянах и начали хвалить турок. Газеты, которые осуждали турок, в своих резких редакционных статьях изменили свою позицию на полное одобрение кемалийской Турции. Кардашьян сделал свою последнюю попытку обратиться к государственному секретарю в сентябре 1933 года, представив мастерски составленный меморандум на 39 страницах, выступая как юридический представитель и официальный представитель делегации Армянской Республики. В этом документе он рассмотрел всю историю армянского дела с момента его начала после Первой мировой до 1933 года и утверждал, что поскольку Соединенные Штаты признали Армянскую Республику и поскольку президент Вильсон определил границы армянских провинций, отведенных армянам, а его последующие президенты признали моральные и политические обязательства перед Арменией, Соединенные Штаты должны соблюдать международные права Армении при ведении дипломатических переговоров с Турцией и Россией. Он решительно возражал против назначения Литвинова послом в США на том основании, что Советская Россия поглотила Армянскую Республику и должна вернуть ее законным владельцам. Его просьба осталась без ответа. Ван Кардашьян страдал от сердечных заболеваний в течение некоторого времени. Во время своей борьбы за армянское дело он несколько раз перенес сердечные приступы. Очевидно, он был совершенно измотан от трудных задач, которые ему приходилось выполнять. На самом деле, он не отдыхал и не имел отпуска на протяжении 17 лет. Кроме того, он был подавлен из-за негативных результатов своих героических усилий. Третий приступ свалил его в постель, и после короткой болезни он умер в уголке своего пансиона, окруженный несколькими друзьями, но без родственников. Нью-Йоркские комитеты Даштактютюн взяли на себя заботу о его останках и устроили публичные похороны для этого героического борца за армянское дело. Сенатор Кинг специально приехал из Вашингтона, чтобы присутствовать на похоронах своего дорогого друга. Несколько членов пресс-службы произнесли импровизированные речи до прихода сенатора, который склонил голову и молчал 5 минут. Затем он произнес трогательную речь и рассказал неизвестные факты их совместных усилий и выдающиеся качества характера Кардашьяна. Его останки сейчас покоятся на кладбище Сидар-Гроу, почти забытые и, кажется, без посетителей. Армянская газета Хайреник Дейли обратилась к общественности и собрала достаточно средств для установки небольшого памятника на его могиле. Так и закончилась уникальная и плодотворная жизнь защитника армянского дела 20 века. Часто говорят, что никто не заменим в этой жизни. Тем не менее, армяне до сих пор не нашли ему замены. Такого же человека с его талантами и решимостью, чтобы взять на себя заброшенное дело армянской свободы.